Ага. Это шарики, которые ты бросаешь. Это бесконечный Попробуй вверх, источник. Как я докатился до жизни такой, узнаете сегодня в этом видео. Привет! Совершенно внезапно сегодня на нашем столе обзор на вторую часть обновления Pressure. Знаете, даже иронично. Когда выходила первая часть обновления, я сделал видео про момент обновлений в Doors и Pressure. И вот ирония. На этот раз вышла вторая часть обновления из 4, и я делаю снова видео с обзором на это обновление. Всем спасибо большое, всем. Сегодня я бы хотел поверхностно затронуть абсолютно все нововведения в этом обновлении Pressure, описать свои мысли по поводу них и в целом оценить данное обновление. Обновление — половина кусочка торта. Если тебе понравится видео, можешь подписаться и поставить лайк. Мне будет невероятно приятно. А вам было бы наверняка приятно приобрести дешево рубаксы или любой контент из другой игры. Но кто тебе с этим может помочь? С этим тебе может помочь Starwell. Это сайт, которым я и сам пользуюсь уже не первый месяц. Ведь на нем ты можешь найти нужный тебе товар среди множества популярных игр и сервисов, начиная от Brawl Stars, Genshin Impact, Standoff 2 и заканчивая выгодным пополнением баланса Steam. Это площадка, на которой ты можешь устраивать сделки с другими участниками этой площадки на товары, которые тебе нужны. Сейчас там работает раздел с Роблоксом, и здесь можно найти все, что тебе нужно, к примеру, очень дешевые робаксы. Сделки проходят в формате «дай мне этот предмет, и тогда я дам тебе оплату», так что тебя тут никто не будет кидать. Приобретается все просто. Внимательно читаешь описание, вводишь все данные, которые тебя просят, и ждешь, когда выполнят твою сделку. Если я тебя заинтересовал, ссылка на Starwell и его соцсети в описании под видео. И напоминаю, что каждый переход по ссылке поддерживает канал и меня лично. Ну а теперь к теме ролика. У вас наверняка может появиться вопрос, а почему я делаю обзор на обновление из Pressure аж целой отдельной темой для видео? Все дело в том, что для меня это не просто игра в Роблоксе, как все остальные, а целый огромный проект, который идет как передовой пример того, что реально годное может быть в Роблоксе. Pressure — это тот самый проект, который является интересным для меня и одним из самых качественных на всей Roblox платформе. Также интересно на это посмотреть не только мне, но и тебе. Неделю назад 20-40 онлайн, а сейчас у нас уже 200 зрителей. Это капец, это просто с ума сойти. Да. Не, ну это не сфоткать грех. Да, напомню, что я стримлю на Твиче каждый вторник, четверг и субботу в 18 по МСК. Приходи, я жду. Ну и что же? Начать можно было бы сразу с того факта, что сама основная сюжетная игра почти никак не была затронута этим обновлением. Дело в том, что данное обновление направлено на огромное количество дополнительного контента. Чтобы поиграв основную сюжетку и возможно потом пройдя игру не на благоприятную концовку, игрок мог бы заняться еще другим множеством интересных вещей в этой игре, которые я затрону в этом видео. Единственное, что я прям такое новое нашел, так это некоторые рабочие компьютеры в комплексе. Иногда прогуливаясь по комнатам, вы можете найти все еще рабочие компьютеры в комплексе. К примеру, на одном мониторе вы можете просто посмотреть рабочий стол с различными обоями на них, а на другом вы можете прочитать почту сотрудников, где, например, один из сотрудников пишет заняться работой, пока тот невероятно занят своими делами. Эсме ЛВС натренировалась года, берет graduating. Это создает ощущение рабочей атмосферы в компании, бывшей рабочей атмосферы, что в какой-то степени разукрашивает геймплей. Возможно, в некоторых сообщениях можно еще прочитать немного лора. Ну, еще немного лора, ну вот прям капель. Следующее, что я заметил, пока мы играли на стриме, так это то, что теперь включенный фонарик вы можете прикрепить к себе на грудь и, например, взять другой предмет в руки. На первый взгляд это может показаться удобным, но я этим не пользуюсь. Есть один ненавистник света, который все-таки заставляет тебя следить за включенным фонариком. Чего? Поэтому на фон я фонарик не ставлю и все же предпочитаю держать его в руке. Новый подбираемый предмет в инвентаре — Neo Stick. Подбирается до 5 штук, как батарейки. При использовании восстанавливает 20 хп. Последнее, что я бы еще сказал, вообще все анимации Себастьяна после смерти были обновлены. Да и не только. В целом все анимации Себастьяна были обновлены. И теперь вместо этих голубеньких глазиков посередине экрана мы получили реально красивые анимации Себастьяна. Не, ну это не сфоткать грех.
Ну что ж, за базу пояснил, теперь можно было бы перейти к реально новым вещам. Интерфейс лобби. Знаете, смотря на то лобби, что мы получили, я реально удивляюсь, что когда-то весь интерфейс игры состоял буквально из одного экрана с различными разделами. Но в обновлении интерфейс вообще полностью перевернули. Кнопки оставили те же, но зайдя условно в магазин, мы видим новые проработанные экраны подразделов. Условно ставя другую одежду, теперь мы можем поразглядывать со всех ракурсов, как мы выглядим в ней. В разделе с геймпассами посмотреть их визуальное представление. В разделе с UGC их полистать. Ну и конечно же раздел с донатом. Вот тут нам подкидывают взяточки. Ну и покупка внутриигровой валюты, где чем больше ты выбираешь, тем больше в ящике и отображается. Ну, мед, даже не стыдно задонатить. С инвентарем примерно похожая история, и, безусловно, это, конечно, круто. Но есть нечто еще круче. Скины. Одно из обновлений, которое я ждал больше всего, это скины. В Дуорсе скины появились еще давно, и приобретя по несколько скинов на предметы, я понял, что скины в этих играх невероятно разнообразят геймплей, увеличивают ценность внутриигровой валюты и дают повод что-нибудь погриндить в плейсе. И с прешуром скины работают. Раньше валюту можно было полноценно тратить только на покупку монет возрождения. Вот, у меня их жопой жуй. И предметов в прешопе. Ценностью валюты сильно не веяло. Ты мог просто поиграть, накопить 5000 рубаксов, накопить 5000 монет на покупку 30 жетонов возрождения и забыть о бедности. А предметы в пришопе сильно дорого они не стоят. Но скины, коих просто огромное количество с уникальными раскрасками, строением самого предмета и... Боже, это вообще что? Невероятно разнообразит гринд сбора монет, как и сам геймплей. Да и стоят скины довольно прилично. Условно, чтобы купить вот этот скин, тебе нужно на отлично отыграть где-то 5-6 каток. Неплохо, да? Про сами бандлы скинов. В них реализовано очень много уникальных идей. Все бандлы выглядят круто. Ну, почти все. Также среди скинов есть еще и скины с коллаборацией. Во, внимание! Например, есть вот такой вот красивый бандл со скинами регрессиватора за 3000 монет. Но на все коллаборационные бандлы вы можете получить скидку в 99%, если вы получите определенный бейдж в тех играх, которые как раз и участвуют в этой коллаборации. Например, чтобы получить этот бандл, вы должны победить босса Фоллю в одном из этажей регрессиватора. И, пожалуйста, скидка 99%, бандл за одну монету. Множество бандлов скинов имеют свои собственные, уникальные визуальные звуковые эффекты. У меня вот она, бурмалда моя. Было бы здорово, если бы какой-нибудь клавишей можно было бы осмотреть свои скины в игре, как это реализовано в Дорсе на правую кнопку мыши. Но на этом речь о скинах мы не останавливаем. Чармы. Также, теперь на свои предметы вы можете крепить брелоки. Всего брелоков вышло больше 200 штук, которые можно выбивать в японском торговом автомате Гачапон. Кто это? Одежда белая, весь Кто белый. это? Кто это? Let's go С нами автомат разговаривает, с нами автомат разговаривает. Я его называю Гасипон. С некоторым шансом, открывая чарм, вы можете выбить у нее документ, в котором вы можете почитать информацию про этот автомат. Можете поставить на паузу и прочитать. Среди этих чармов есть еще больше коллабораций и отсылок, а также бонусом вы можете получить 2 донатных бандла на скины. Один на чармы чибиков за 75 рубаксов. И второй бандл со скинами с гнилыми кораллами за 150 рубаксов. Оценить можете сами, в целом мне зашло. Фух, про скины я вам рассказал. Теперь наконец-то можно перейти к новому режиму игры. Модификаторы. Офигеть. Теперь, если вы чувствуете себя бравым покорителем подводных комплексов... Да закройте рты, блядь, я ничего не понимаю.
бравым тырителем кристаллов, и вам кажется это все слишком легким и однотипным, то модификаторы — это абсолютно новый взгляд на игру. Выбирая усложнение для игры, теперь вы не тырите кристалл, а снимаетесь в кино. В самом конце больше вы не выживаете от рыбы, не врубаете генераторы, а просто представляетесь перед зрителями и объявляете победу. И спасибо большое разработчикам за это, потому что даже без модификаторов проходить подобное — это долбаная духота, а в модификаторах это выпилили ради баланса, и теперь ты поэтому не паришься. Здесь реализована система уровней модификаторов в виде звезд. То есть, чтобы открыть первый уровень модификаторов, нужно пройти основную игру. Чтобы открыть модификаторы второго уровня, тебе нужно набрать модификаторов первого уровня на одну звезду, чтобы после прохождения у тебя открылся новый уровень модификаторов. И так далее до 4 звезд. А что по поводу самих модификаторов, среди них есть как и вполне дефолтные для усложнения, например, модификаторы, где монстры могут двигаться спереди, где либо больше темных комнат, либо вообще нету светлых комнат, где теперь вместо карточек только пароли, так и невероятно уникальные модификаторы, которые добавляют новых монстров. Например, модификатор GOM добавляет нового монстра из какого-то вообще другого мира. И задача заключается в том, что по таймеру его появления нужно сидеть в шкафу, пока он нас чекает. На втором уровне есть модификатор, который добавляет вообще всех румс монстров. А200 привет. И множество других уникальных модификаторов. Вам, кстати, наверное, очень интересно узнать, какие модификаторы есть и на последнем уровне. Ну, смотрите. Как вам, например, модификатор, который при достижении практически конца игры в комнатах без света запускает таймер, по истечению которого, если вы не пройдете игру, игра полностью аннулируется. Звучит просто... Ну-ну. А как вам, например, модификатор, который призывает монстра 3 часов ночи, и он постоянно следует за вами, пока вы на него не смотрите? Неплохо, да? Ну, ладно. А что если все монстры превращаются в пандемониума? А если быть точнее, Англмониум, Фрогермониум, Пингемониум, Пандесмокер, Блицемониум. Что? Нихера он быстрый. Прикол. Хорошо, но... А ради чего это все проходить вообще? Должна же быть какая-то уникальная заслуженная награда за прохождение. Ох, что же, награда явно того стоит. Самый редкий, самый имбовый, самый труднодоступный для получения предмет – Некроблоксикон. Раньше для доступа в Прешуре его можно было получить только если вы участвовали в тестировании альфа-версии игры, то есть меньше 10 тысяч человек. Эта книжка является самым лучшим освещающим предметом в игре. Ей не нужны батарейки, она перезаряжается сама. Она может менять цвет излучения и... Это было просто невероятно имбой. Однако после выхода обновления ее переработали. Теперь она может имитировать другие виды светящих предметов, как лампа или фонарик. И из-за этого она стала еще лучше. Короче говоря, прохождение жопораздирающих модификаторов явно того стоит. Но есть два уникальных модификатора, которые бы мне хотелось затронуть. Стримерская интеграция. Еще одно обновление, которое я невероятно ждал, это модификатор, при котором люди могли выбирать в чате усложнение или облегчение в игре, прописав нужную цифру в чате. Такое уже также давно появилось в Дорсе, и работало оно с Твичом и Ютубом одновременно. И вот, Pressure. И первая проблема, с которой столкнулся я... Короче, давайте теперь попробуем управление чатом. Стример полз. Подключи... В смысле? Только YouTube стрим можно? Блядь, паука слышу. Пу-пу-пу. Только YouTube интеграция. Видимо, то ли из-за желания поскорее выпустить обновление, то ли они с Твичом что-то не поделили, но Twitch интеграция на данный момент недоступна. Я спросил на стриме Urban Shade, когда они собираются делать Twitch интеграцию, и один из зрителей сказал, что они уже над этим работают. Но это было полбеды. Благо, на тот момент я стримил на Твиче и на Ютубе. Ладно, сказал зрителям Твича, просто откройте чат Ютуба и смотрите на Твиче. И полчаса я не мог понять, почему модификатор не работает, пока я просто, введя ссылку, не нажал Enter. Enter, блять. Enter, да? Погоди.
серьезно? Да ты серьезно? Кто же этого не предупредил? Ладно, разобрался. Но про сам геймплей скажу так, сейчас он работает очень плохо. Иногда просто была задержка при выборе голоса. Люди просто не могли выбрать, что они хотят поставить в игру. Но даже с такими костылями мы опробовали, ну и в целом задумка вышла неплохой. Усложнения прикольные, ну и не очень скучно в это играть. Пока. Ой. А, нет, подожди, что это? Где я? А я сдох. Incoming! Я где? Где я? Аж 10. Баги все же присутствуют. Ну. Так, надо картину всю рассмотреть. Ать. Конечно же, это все потом будет фикситься. Последнее, что мне хотелось бы упомянуть в этом видео. Админ. Если до этого вы приобретали геймпас на 50 игроков в лобби за 300 рубаксов, то поздравляю, ваш геймпас автоматически превращался в админ-панель за 600 рубаксов. В целом, про нее много не наговоришь. В этой панели разработчики пытались повторить стиль Гаррис мода. Тут даже тулган есть, на котором можно нацепить любую команду, как, например, взрыв игрока. Ну, это по мелочи. Команды, призыв монстров, выдача любых предметов, ну и телепорт между комнатами со спавном интерьера из них — это, по сути, есть сама панель. Также есть некоторые админские предметы, половина из которых не работала. Пила не работает. Remote C4 не работает. Но это работает? Это работает. Я предполагаю, здесь нужно выключить свет. Опа. Вау. Ага. Это шарики, которые ты бросаешь. Это бесконечный Попробуй вверх, источник. вверх. Вообще, по сути, мы должны были плавно перейти к более детальной оценке самого обновления и его остальных подробностей. Но тут складывается такой прикол, что видос готов, но тут как бы такой прикол есть, это вообще какой-то ужас в сообществе. Да, это на 11 апреля, и все еще ничего не понятно, что происходит в сообществе Pressure. Честно, когда я делал этот видос, я думал, что все должно пойти по плану, что я успею выпустить его к субботе, там превью анимации. Но, сука, я не подумал о том, что главного разработчика игры могут отменить настолько, что об игре можно уже, считай, думать, что она сдохла, потому что разработчики и актеры ушли. Охренеть! У нас сейчас стоит вопрос жизни игры. Это вообще жесть. Я не знаю, честно, я лишь скажу вкратце, что обновление, по сути, вышло на 8 из 10, но как будто бы видос сделать про обновление сейчас, если тема идет о Pressure, вообще как-то, не знаю, не в тему немного. Я, конечно же, скажу спасибо большое, что посмотрели этот видос. Опять же, подписывайтесь на мой Twitch. И опять же, хочу сказать спасибо, что оформляете подписки на приватки, в особенности Марлон, Нитамея, Лантум и Сайклес. Ваша поддержка, опять же, приводит нас к успеху, что видосы выходят невероятно часто. Даже вот прямо сейчас, прямо на данный момент, когда я это записываю, вот мы доделываем кадр для видоса. Я не знаю, честно говоря, я просто буду надеяться, что все будет в порядке с игрой, что эта ситуация решится мирно, что и данной истории будет хороший конец, потому что сейчас вообще ситуация максимально непонятная. Вот. Спасибо за просмотр. Они толчок не обновили.